Мы здесь собрались, чтобы провести вечер памяти, посвященный выдающемуся сыну азербайджанского народа, выдающемуся политическому, общественному деятелю, руководителю нашего государства, архитектору современного Азербайджана Гейдару Алиевичу Алиеву. Я действительно 10 лет проработал с Гейдаром Алиевичем в качестве министра культуры. И могу сказать, что и так сложилась жизнь, так сложилась история, что и в жизни этого выдающегося лидера, выдающегося организатора были всего два министра культуры. В советское время это был профессор, доктор философских наук Закир Нариманович Багиров, и в суверенном Азербайджане, Мустагил Азербайджан, да, вот все эти 10 лет в качестве министра культуры с ним проработал я. И надо откровенно признать, что время было очень тяжелое, трудное. В 1993 году, когда вернулся Гейдар Алиевич к руководству республикой, казна была пуста, положение было отчаянное, мы месяцами не могли платить ту мизерную зарплату, которую мы платили нашим библиотекарям, музейщикам, вообще в сфере культуры. Театры были на грани остановки. Ситуация была очень тяжелая. И все мы помним это тяжелое время, заговоры, которые устраивались против него, попытки открытого государственного переворота и так далее. Будут меняться поколения, на наше место придут другие люди, но имя и дела этого великого человека всегда будут жить. И сколько существует азербайджанская государственность и азербайджанский народ, столько имя Гейдара Алиева будет вспоминаться, упоминаться, изучаться, будут сниматься фильмы, писаться книги. И, конечно, благодарные потомки всегда будут помнить, что он сделал для своего народа. Потому что, знаете, вот в жизни каждого народа, каждого государства, так же, как и в жизни отдельного человека, бывают вот переломные моменты, бывают такие моменты, когда один человек может сделать больше, чем, может быть, и армия, и, я не знаю, даже кто, и вот, то есть умение оказаться в нужное время, в нужном месте и принять единственное правильное решение, таких людей вообще в мире очень мало. И Гейдар Алиев принадлежит именно к таким людям. В далеком 1976 году меня, молодого, 25-летнего человека, Гейдар Алиевич рекомендовал, и меня отправили в Москву. Я работал в СК с 1976 по 1982 год, и очень часто бывал в этом зале, на мероприятиях здесь. И до 90-го года был в Москве, так что в некотором смысле еще могу считать себя и москвичом, и для меня русский язык такой же родной, как и азербайджанский. Мне было 18 лет, первый курс только закончил. Когда он был избран первым секретарем, мне уже 62 года, и можно сказать, что большая часть жизни прошла с Гейдаром Алиевичем. Когда он был первым секретарем, когда он уехал в Москву, он все равно оставался самым весомым фактором в жизни Азербайджана. Даже когда он был на пенсии в Москве, потом вернулся в Нахичевань в качестве частного лица, он все равно оставался в центре жизни Азербайджана. И в этом некотором смысле Гейдар Алиевич и его жизнь – это новейшая история Азербайджана. Мы сейчас вспоминаем, что он вернулся к власти и вывел Азербайджан из очень тяжелого положения. Я бы хотел чуть-чуть, чтобы мы немножко вернулись немного раньше. Да, в Москве пенсионер, он, в общем, был, скажем, шел выведен из состава политбюро, но когда случилась кровавая январская трагедия в Баку, очень мало было членов политбюро, которые были на пенсии, которые набрались бы для смелости и голос протеста. Гейдар Алиевич нашел в себе эту смелость, и он это сделал. Можете ли вы представить кого-нибудь из тогдашних членов политбюро, которые находились на пенсии, чтобы они оставили бы теплую, благоустроенную все же Москву, где всегда было электричество, газ, и могли бы уехать куда-нибудь не в какую-то область даже, не в какую-то столицу республики, а провинциальный маленький городок, область на границе между Турцией
Ираном и Арменией блокированную, в котором не было ни безопасности, в котором было голодно, холодно, не было электричества, газа, но он нашел в себе это и мужество, и смысл в этом находиться в трудный момент с собственным народом. Сегодня очень часто говорят, что президент, премьер-министр – это управленец, который нанимает общество для того, чтобы они руководили. Может быть, это определение подходит для благополучной Дании, Голландии, может быть, даже Франции, Германии, но во главе страны, которая находится на переломе, обязательно должен быть не просто человек, который имеет большой опыт, знания, у него должно быть ощущение миссии. У Гайдара Алиевича было, помимо опыта, я еще раз повторяю, железной воли, очень глубокое понимание своей миссии в том, чтобы суверенный Азербайджан должен быть построен, должен огражден от бури вот этих первых шагов, как любой маленький ребенок, когда он родился, он очень слабый, он нуждается в том, чтобы его вывели на дорогу. И в этом смысле Гайдар Алиевич эту миссию взял на себя, и он ее с честью с этой миссией справился. Если посмотреть последний 20 век, конечно, азербайджанский народ достиг совершенно потрясающих успехов. Нам есть всем чем гордиться. И я хочу сказать нашим гостям, что это не такой дешевый национализм. Мы действительно первую республику создали на Востоке. И первая опера была у нас, и первый балет, и первый космический институт, и первые самые известные писатели, сценаристы, и первые художники известные на всем Востоке. Это были у нас. И, конечно же, выдающиеся личности, которые были на протяжении 20 века, они тоже были сформированы нашим народом и тоже были нашими соотечественниками. Это и Нариман Нариманов, который с болью писал Ленину о том, что мы не ожидали того, что будет происходить в Азербайджане после туда прихода 11-й армии. Это и Мирджафар Багиров, который в свое время не допустил переселения всех татар, как тогда называли азербайджанцев, за ту сторону Каспийского моря, и который с болью в сердце воспринимал решение о выводе советских войск из Южного Азербайджана. И это, конечно, Гайдар Алиев. Я думаю, совершенно объективно, в многолетней истории нашего народа он, пожалуй, был самым выдающимся политиком, и это можно с полным правом говорить. И не только сейчас, когда его сын президент, но и через 50, через 100 лет. И если даже поменяются какие-то политические обстоятельства, мы должны помнить, что у нас в истории был такой политический лидер. Причем независимо от того, кто каких взглядов, кто разделял его взгляды или разделяет позицию его партии, или не разделял. Это действительно был абсолютно выдающийся человек, который останется в истории, безусловно, нашего народа. Действительно, очень редко Всевышний дает так много таланта одному человеку. Столько творческих сил, столько вдохновения, столько энергии. Все мы знаем Гайдара Алиевича как выдающегося политического и государственного деятеля. И с каждым годом история удаляет нас от той эпохи, которую мы называем эпоху Гайдара Алиевича. Сегодняшнее молодое поколение, я имею в виду сегодняшних юношей и девушек, которые видят образ Гайдара Алиевича в фильмах, кинодокументах, кинохронике, в граните, в бронзе. Но я жил и работал в Баку в период, когда Гайдар Алиевич был руководителем Азербайджана. И тем, кому довелось общаться с ним, сразу же попадали под обаяние его яркой личности. Гайдар Алиевич был строг, требователен и жестким чиновником, но он был душевный и обаятельный с обычными простыми людьми. Гайдар Алиев был талантлив не только в политике, но он великолепно разбирался и не только в политике, в управлении государством, но он великолепно разбирался и в искусстве, и в науке, и в литературе. Гайдар Алиев был человеком широко образованным и высокоинтеллектуальным, оставившим нам бесценное наследие, которое мы должны и дальше неустанно пропагандировать и развивать для будущих поколений, бережно сохраняя этот неповторимый дух
ушедшей от нас эпохи Гейдара Алиева. Спасибо.